Проводится опознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сон. Добро пожаловать. Проходите. Проходите. Да вы издеваетесь. Кажется, нам везет. Везет? Эта дверь напрочь сломана. Несомненно. Но несмотря на поломку, ты сможешь пройти. Если будешь достаточно терпелива. Видишь там кристаллы? Азерам называют их огнеблеск. Они взрываются. В них не хватит мощи, чтобы снести подобную дверь. Но может хватить на то, чтобы приоткрыть. Именно. Тебе понадобится запал. Высылаю тебе чертеж. Чтобы собрать запал, понадобятся детали машин и сок ополихи. Она растет только под водой. Ты, должно быть, найдешь ее в озере неподалеку. С деталями будет сложнее. Нужно достать индуктор из топливного элемента водопрыска. Отстрели элемент до того, как убить машину, или он сломается. Ясно. Так, глубоководная ополиха уже есть. Осталось добыть детали. В этих машинах должны быть детали для запала. Надо просканировать одну. Визор покажет, где деталь. Так, и где его топливный элемент? Вот и топливный элемент. Отмечу его в меню визора. Сгодится. Надо отстрелить его до того, как машина упадет. Электричество мне тут не поможет.
А вот и деталь. Надо подобрать. Детали для запала есть. Теперь можно собрать эту штуку. У входа в комплекс есть верстак. На нем ты ковырялся в Аиде. Ковырялся. Точнее, получал ценные данные. Готово. Теперь я смогу взорвать тот огнеблеск. Очень полезное сочетание.
С его помощью я отсоединил вычислительную сферу от того гора. Чудесно. На твоем месте я бы отошел. Добро пожаловать. Ну вот. Я могу войти. Так, не тяни же время. С помощью запала я взорву огнеблеск, который видела раньше. Не отвлекайся, Элой. Тут же все затоплено. А на другой стороне еще дверь с генетическим замком. Наверняка копии Геи должны быть там. Надо понять, как туда пробраться. Все как обычно. Я пробираюсь по каким-то древним руинам, а ты шпионишь за мной через визор. Хватит предаваться ностальгии. Постарайся найти копию.
Дверь заперта. Но рядом с ней есть какое-то устройство. Похоже, оно подключено к двери, но питания нет. Надо ячейка. Сработало. Что надо мной? Тед, дружище, вестник конца света. Чем могу помочь? Твои изменения для паука-отшельника, отдельные хранилища для образцов Геи и Аида. Нет, это слишком дорого. На следующей неделе я переношу испытания Аида в штаб-квартиру Нового Рассвета. Придержи коней. Попробуй объяснить на пальцах. Кроха Аидик — злобная тварь. И его нельзя доставать из колыбели. Пусть только дернется, и она отрежет его от всех коммуникаций. Так что эта жуткая темная нора — идеальное место.
Отсюда очень сложно вырваться, поэтому супервирусы, что вы тут собрали, еще не разорвали планету. Помнишь про Дракснет 4? Кажется, вы с ребятами прозвали его «Молдавский взлом». У этого проекта была секретность уровня 9. Ты думал, что твои дуболомы замели все следы? А тут пришел старина Трев с лупой и сумел разглядеть, откуда ноги растут. Нет уж, пусть Аид побудет здесь. До связи, Тедди. Если этот комплекс был изолирован от мира, то копии Геи здесь должны были сохраниться. И Тед Фаро не мог уничтожить в них базу данных Аполлона. Что это было за место? Похоже, тут еще одна консоль без питания. Дверь должна открыться, как только вернется питание. Консоль отключена. Что это у нас тут? Элизабет.
И Трэвис Тейт. О, да! Лис, я такое сделал, что ты меня расцелуешь всего. Я представил себе, как эти бездельники из «Зенита» открывают нашу фальшивую гею. И подумал, что нужен финальный штрих. Это не розыгрыш, Трэвис. Да-да, я знаю. Я лишь встроил в нее наши аватарки. Крошка ты и крошка я. Чтобы лично и душевно сообщить им об их провале. Может, отправишь уже? Как только скомпилируется. А потом мы это отпразднуем. Я прихватил все нужное. Пиццу, абсент, пару мешочков для сокса. Как только закончим, я возвращаюсь в Брайс. Ты меня поражаешь, Лис. Почему все вы такие из себя герои, почти небожители, так любите весь мир, но ни одного человека? У тебя друзья хоть были когда-нибудь? Компиляция завершена. Файл «Пустые обещания» готов к отправке. Будь добр, отправь. Логическая бомба запущена. Получайте, зенитики. Ты, как всегда, лучший в своем деле. Я всегда тобой восхищался, Лис. Клянусь могилой матери. А она была набожной. Трэвис ошибался. Элизабет хотела, чтобы жизнь продолжалась. Она заботилась обо всех. Я в этом не уверен. Выдающиеся умы всегда одинокие, Лой. И нам с тобой это хорошо известно. Застряла. Дальше никак. Кажется, эту панель наверху я тоже смогу открыть. Только надо забраться повыше.
Подойду поближе и попробую еще раз. Вряд ли я смогу зацепиться отсюда крюкохватом. Придется прыгать. Не допрыгнуть. Но можно спланировать. Там какой-то кабинет. Стоит взглянуть. Тут можно перелететь. Эта штука меня спасет. Что у нас тут? Вот это мощь! Сколько там децибелов? За шумопоглощающим полем? 150. Значит, нас не услышат. Как дела, Трев? Я давно тебя знаю. И ты никогда никого не обманывал. И вдруг дальний зенит. Я хотел рассказать тебе. За копию геи они обещали мне место на Одиссее. Но я им сразу сказал, что мне нужны 2 каюты. Я беру с собой Трева. Боже, Хэнк! Похоже, звукопоглощающее поле сломалось. Ты в порядке? Да, я-то нормас. У меня тут персональная защита.
Твои уши вряд ли тебе теперь помогут. Но все мои слова появляются там в виде текста, видишь? Хорошо. Пока я прибавляю музыку до 170 децибелов, может, напишешь код для передачи? Да, вот так. И это все? Шикарно. Спасибо, Хэнк. Молодец. Охрана. Можете забирать Хэнка Шоа. Не, все еще дышит. Но прибраться тут не помешает. Снова запертая дверь. А что за консоль рядом? Кажется, замок подключен к двери. Чтобы его открыть, нужен код. Осмотрись. Возможно, там есть полезные данные. Да, сейчас. Тут данные Трэвиса Тейта. Здесь он создал много вирусов, пока не переключился на новый рассвет. А вот тут какое-то число. Готово. Сделки не будет, Тильда. Новый рассвет получил эктогенные камеры. Дальнему зениту нужна база данных Аполлона. Этот случай не... Вы пытались украсть Гею. Я к этому не причастна. А виновных вы наказали. После вашего вируса они еле восстановили системы. И я должна поверить, что ты ничего об этом не знала? Лиз, перестань. У человечества и так мало шансов. Ты можешь не верить в наш план. Но вдруг выживем только мы? Неужели нам не нужен будет Аполлон? В напоминание о нашем прошлом, ошибках. Умоляю тебя. Ладно. Получишь ты копию Аполлона. Спасибо. Поговорим еще раз. Прощай, Тильда. Хватит уже. Пора забыть. А вот и дверь. Я уже близко.
Вот и весь затоп. Проводится опознание. Генетический профиль поврежден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сок. Добро пожаловать. Ну и махина. Похоже, питания нет, но та консоль работает. Тут тоже потоп. Надеюсь, вода не повредила ничего важного. Например, копию. Найди ее. Генетический профиль подтвержден. Здравствуйте, доктор Собак. Хотите запустить паука-отшельника? Хочу. Запускаю. Да-да, запускаем. Мне это не нравится. Устройство нестабильное и очень тяжелое. Осторожно. Питание подвела. И тут есть данные. Похоже, паук-отшельник — это отладочное устройство для Геи и Аида. Надо взглянуть на тот терминал. Да, вперед. Так, я думаю, эти два круглых контейнера — хранилища. В одном копия Аида, в другом Геи. И чего ты ждешь? Хранилище Аида опустилось, а Геи застряла. Так отцепи его. Нужно как-то отцепить кабель от механизма. Может, просто отстрелить механизм? Все ненадежно. Надеюсь, ты ничего не повредил. Что ж, раз механизм опустился, я смогу достать контейнер. Одна есть. Даже две. Я уже начал переживать. Низкий цифровой след. Занято 2%. Так быть не должно. Гея обладала мощным суперинтеллектом. Она должна... Ядро? Нет вспомогательных функций? Это не полная копия. Да. Скорее семя, из которого может вырасти гея, если получит функции, составляющие эвристическую матрицу. Так она бесполезна? Боюсь, да. Без подфункций ты сделала все, что могла. И все! Впустую! Может быть, спасти мир в одиночку не способна даже ты. Стоп, стоп. Без подфункции она бесполезна, но подфункции же есть где-то. Изначальные, разбросанные по миру после взрыва исходной геи. Кто знает, где их искать? Ты не успеешь вовремя, а даже если успеешь, таинственный сигнал изменил их как Аида. Это не выход. Еще какой. Конечно. Если получится. Попытаться... Ты нашла Минеру, но она молчит. Она рядом. Я доберусь, в горах. К западу от Песни долины. Я надеялась найти все подфункции, но... Для начала хватит и одной? Да, найди Минерву. С ней можно запустить эвристическую матрицу геи. Обретя сознание, она поможет мне найти и собрать остальные функции. И восстановить ее по частям. Очень умно.
Все еще считаешь, что я не спасу мир? О, кстати, об этом. Тревога! Нарушители! Тревога! Элой, слушай меня внимательно. Эти нарушители хотят того же, что и ты. Вернуть Гею. Затем и пришли. Твои друзья? Нет. Мы не знакомы. Импульс данных с местоположением запасной копии Геи я передал анонимно. Они могущественны, но не навредят тебе. Когда узнают, кто ты и что ты. Клон Элизабет Собек – генетический ключ, который перезапустит Гею и восстановит систему. Ты им нужна. Я предупреждала, Сайленс. Хоть раз, Элой, прими неизбежное. Открой люк. Я верну Гею, спасу жизнь на Земле, а потом я найду тебя и прикончу! Я пытаюсь помочь тебе. Попробуй теперь пошпионить. Вот так. Новый визор без вирусов. Так, думай давай. Может, они могущественные, но только я могу открыть люк. Вопрос в том, как я отсюда выберусь. В воде есть течение. Небольшое, но может это выход? Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Собек. Добро пожаловать. А тут интересно. Бета. Получилось? Прелестно. Тот импульс шел отсюда? Кто-то? Что-то не так? Нет. Призраки! Бета! Так. Есть идеи, какого черта тут делает клон Элизабет Собек? Последняя надежда Гей на восстановление сделала перед самоуничтожением. Не нравится мне это. Она мне не нравится. Она не нужна. Но эффект... Нет, и одной хватит. Эрик! Что? Поохотишься на клона? Легко. А вдруг она послала импульс? Тогда это было глупо. Но мы добыли, что нам нужно. Так что давайте используем. Я часто убивал в виртуале. Но эту дрожь тела, пока из глаз уходит блеск жизни. О, голограмма не передаст. Ты продолжай болтать! Так целиться проще. Ты правда считаешь, что твои палочки могут навредить мне? Это будет весело. Ох,
хотел бы я, чтобы это продолжалось вечно. Но все хорошие вещи бесполезно. когда-то заканчиваются. Надо выбираться отсюда. Согласна, мышь? Может, попробовать. Давай, он слишком близко. Я не успею. Давай. Вот так. Это уже интереснее. Я тебя сделаю. Это, по-твоему, оружие? Давай полюбуюсь на твои мучения. Это тут лишнее. Теперь я могу сломать крепление у этой штуковины. Одно есть. Это тебе не поможет. В реальности все не так. Еще одно есть. Что ты задумала? А ты дерзкая. Мне это нравится. Ух ты, забавно. Вот так. Стреляй в меня, а не по железке. Так, уже лучше. Такому меня тоже учили. Хватит кулака валять! У меня нюх на маленьких мышах. С радостью увижу, как твои глаза мертвеют. Девочка, твой план не сработает. Давай же, подходи. Надо отрезать основной модуль. Модуль держится на креплении. Надо их переявить. Вот так! Ты готова, мышь? Это тебе не поможет. В модуле осталось 2 крепления. Нужно идти со мной, а не с тупой машиной. Осталось одно. Отличная команда, не так ли? Если эта штука упадет, она просто тебя прибьет. Лучше так, чем от твоих рук. Твою ж мать! Что это было? Убивай ее, как ты просил! А ты что подумал?
Платформа упала, тело утонуло с ней. Ясно. И когда это все было не по-твоему, а? Призраки. Поиск. Обсохну к дороге. Надо выбираться отсюда. Попробую проплыть снизу. Зараза! И как отсюда выбраться? Можно попробовать кислотный снаряд.
Похоже на какой-то энергоблок. Вода течет сюда. Интересно. Отлично. Раст. Я нашла. Тише. Я рядом. Я должна... Эй, тише, спокойнее. Тише, тише, тише. Все здесь. Ты так сжимала эту штуку, я понял, что она важная. Где мы? Это лагерь племени Утару. Неподалеку ты и упала. Долго я... 2 дня. Элой! Времени нет. Я кое-что нашла. В горах, к западу от Песни долины. Да. Ты бормотала, пока я тебя нес. Слушай, Элой, что бы ты ни нашла, ты не можешь... Если надо, я поползу, Варл. Ладно, понял. Но сперва ты должна кое с кем поговорить. С Утару по имени Зо. Она сказала, в горах неспокойно. Из пещеры валят жуткие машины. Это же не совпадение? Зачем с ней говорить? Идем к пещере. Это земли Утару. Ее земли. Она нам поможет. Увидишь. Ну, идем к этой твоей Зо. Зелень зачахнет, корень сгниет, но семя упрямое вновь прорастет.
Она должна лежать. Элой никого не слушается. Ты Зо, да? Варл сказал с тобой поговорить. Насчет машин. В западных горах. Я отбеглась. Мой долг быть здесь. Поправишься, поговорим. Что с этой штукой? С ней. Ее зовут Ре, не штука. Она наш дух Земли. И она умирает. Не просто умирает, а в муках. Ее здоровье не твоя забота. Зо, если кто и поможет, это Элой. Позволь. Я сейчас сделаю опасную с виду вещь. Но это поможет. Копье. Теперь поговорим? Конечно. Но не здесь. Горы. К западу от Песни долины. Там неспокойно? Для Утару теперь везде неспокойно. На полях порча, поселения брошены. Но пещера в горах таит худшую из бед. Это священное место. Фа тоже дух земли. Уже давно зашла туда, но так и не вернулась. Оттуда хлынули машины-убийцы. Накинулись на нас. Такого раньше не было. Ты бывала в священных пещерах? Спасибо за приют. Благодари Варла. Он принес тебя сюда. Вряд ли кто-то еще принял бы нас. И помог бы устроить Элой поудобнее. Нам повезло с тобой. Могу сказать то же самое. Похоже, вы много времени провели вместе. Очень жаль, что нас познакомили твои раны. Надеюсь, тебе стало получше. Ты сказала, поля и поселения племени пострадали? Да. Когда-то наши духи земли собирали с полей богатые урожаи, но теперь все покрыто порчей. Среди Тенакт идет война, их мятежники рыщут по нашим землям. А машины стали более опасными. Нападают. Вынуждают бросать отдаленные деревни. Теперь они появляются из священной пещеры. Многие в племени считают, что это конец. Хотела бы я сказать, что в других краях лучше. Но надежды мы не теряем. Вы зовете Рэй подобные машины духами? Духами земли, да. Они вскормили много поколений Утару, возделывая поля Песни долины. Еда для всех. Чудо вечного урожая. Ферма. Роботизированная. Не просто ферма. Благословенная земля, что давала пищу всему племени. До помешательства. Что случилось с духами земли после помешательства? Они слабели. Год за годом. Раньше они были мирными. А теперь угрожают нам при встрече. Даже нападают. Они всегда удобряли почву, но за последние годы они превратили ее в сплошной перегной.
Поля источают зловоние. И порча распространяется все шире по землям. Раньше у нас была еда для всех, а теперь ее едва хватает нашим детям. Это перенасыщение почвы. Споры с этим связаны? Я не знаю. И это не все проблемы. Духи Земли перестали раз в год посещать священную пещеру. Без обряда обновления они рассыпаются, как Ре. Они умирают. А с ними и племя. Значит, пещера священна, потому что Ре, Фа и другие машины ходят туда. Да. До помешательства духи Земли оставляли работу и совершали паломничество в пещеру. Всегда в одном порядке. Сперва До, потом Ре, потом Ми и так далее. Они уходили испачканными в земле, а спустя 2 дня возвращались блестящими, без единой царапины. И ни одного пятнышка не было на их боках. Все племя праздновало их возвращение. 8 святых праздников каждый год. Но помешательство нарушило цикл? Да, так мы подумали. Духи Земли перестали совершать обряд и стали терять силы и рассудок. 3 недели назад Фа ушла в пещеру. Все племя запело радостную песнь, возвещающую возрождение цикла. Но Фа не вернулась. Пришли лишь машины-убийцы. Машины создаются внутри, как в котлах? Похоже на то. Но эти уходили и возвращались. Такого я еще не видела. Ты назвала себя отпевницей. Что это значит? Всему живому когда-то приходит конец. Мой долг — облегчить кончину. Я пытаюсь утешить. Пою о том, что смерть несет новую жизнь. Но я никогда не думала, что придется петь духом земли. Не знаю, слышала ли меня Ре. Но ты помогла ей намного лучше, чем я. Это не твоя вина, Зо. Без особого зрения ты мало что могла сделать для них. Мне нужно попасть в пещеру. Что? Туда никому нельзя. Пора сделать исключение. Это дом духов земли. Слушай, там есть кое-что еще. То, что может исправить многие беды этого мира. Бури, помешательство машин. Может, и поломку духов земли. Но что способно на такое? Душа? Да. Вроде того. Я могу вернуться в Песню долины, собрать хор, рассказать, как ты помогла Ре, и попросить у них разрешения. Ладно, соберу вещи. Ей нужен отдых. Мне это можешь не говорить. Я в порядке. Собрать хор быстро не получится. Поправляйся. Время есть. Ладно. Отдых. Хорошо. Ты не нужен ей для восстановления сил. Пойдем со мной в Песню долины. Твой голос поддержит мой в спорах с хором. Ей это будет на руку. Я бы рад, но... Она может сбежать. Правда? Ну что ж. До встречи. Зо, стой.
Я не то, что не хотел с тобой идти, просто... Ты это пытался сказать? Да. Тогда буду ждать продолжения беседы. Ага. Я тоже. Ты должна была отдыхать. Варун, зря ты не пошел. Я справлюсь и одна. Хочешь избавиться от меня и... Варун, я сама. Я приду в Песню долины, как смогу. Ты в этом уверена? Да. Иди. Иди уже. Ладно. Зо! Стой! Кто они? Ладно, я здорова. Мне страшновато, но Фейн и Кел правы.